Дорогие друзья, вас приветствует канал «Домашняя кухня». Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим печеночный паштет. Паштет из куриной печени. Это очень вкусное блюдо. Вкусное оно и на перекус, и для застолья. Давайте приготовим. Для этого нам понадобится печень, тут около килограмма куриная, где-то грамм 800-900. Пачка масла сливочного у меня 180 грамм. Значит, 3 луковицы, 1 морковь, чайная ложка соли и пол чайной ложки перца. После того, как мы с вами приготовим паштет, возможно, мы, попробовав его, еще досолим. Но пока у нас идет чайная ложка соли. Еще вот я хочу вам показать такую историю. Прежде чем заниматься паштетом, нам нужно подготовить печень. И печень нам нужно освободить вот от таких вот образований. И еще тщательно осмотреть печень на предмет нахождения в ней мешочка с желчью. Если этот мешочек с желчью останется в печени, блюдо можно будет полностью выбросить в ведро. Поэтому вот это вырезаем. Вот эти жировые дела тоже все вырезаем. Печеночка должна быть у нас вот такой чистой. Друзья, вот тут у меня закипела вода. Огонь сделаем небольшим. Печень не любит большого огня. Потихонечку опускаем печень. И после того, как вода закипит, еще раз мы готовим печень ровно 7 минут. Всыпаем в печень соль. Вот вода закипает. Сейчас я ставлю таймер на 7 минут. И после 7 минут мы выключаем печень, отбрасываем на сито и даем ей немножко остыть. Друзья, достала печенку. Сейчас я вам покажу готовность ее. Вот любую разрежу, чтобы вы видели, что она полностью готова, нигде не кровит. Вот такую нежную печенку нужно приготовить для того, чтобы сделать паштет. А пока приступим к нарезанию лука. Лук будем резать просто перьями, потому что в комбайне все равно он будет измельчаться. Итак, весь лук. Морковь мы натрем на свекольной терке. На сковороду налила масло, чтобы покрыть дно. И нагрела достаточно хорошо. Теперь выкладываем на него лук. Лук немножко обжарим без моркови, чтобы он отдал маслу свой замечательный аромат. Аромат пошел, теперь добавляем морковь. Морковь у нас была большого размера, поэтому если у вас морковь маленькая, возьмите 2 штучки. Размешаем. И теперь нам нужно лук с морковью потомить в сковороде. Друзья, вот хочу вам показать
До такого состояния нам нужно обжарить овощи. Желательно это сделать под крышкой на небольшом огне. Нам нужно, чтобы овощи были готовы, сохранили свою мягкость, но не были пережарены. Это очень важно. Печень у нас отварена, овощи обжарены. И осталось нам только соединить все компоненты вместе. А в этом мне поможет вот такой комбайн. Старенький. Если у кого-то нет комбайна, можно воспользоваться погружным блендером. Итак, у нас еще оставалось пол чайной ложки перца. Мы его добавим сюда. Если вы любитель всякоразных приправ, можете добавить свои собственные, которые вам нравятся. Теперь добавим нашу обжарку. И еще один совет. Старайтесь не добавлять жидкость из кастрюльки, в которой варится печень, потому что паштет будет жидким и не будет держать форму. Поверьте, все, что надо для формы, паштету даст сливочное масло. Сначала соединим овощи с печенью, а потом уже отдельно добавим сливочное масло. Так, закроем. Печень и овощи нужно перемешать лопаткой, потому что на стенках остается и то, и другое. Надо, чтобы это все у нас было в паштете. Так. А теперь добавим сливочное масло. Лучше это сделать кусками. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Закроем крышкой и опять начнем взбивать наш паштет. Вот, друзья, мы взбили паштет с маслом сливочным. У нас он получился очень нежным, но я попробовала на вкус, его еще нужно досолить. Ну вот, пол чайной ложки соли, я думаю, будет достаточно. Равномерно распределим, чтобы она у нас не в одном месте сосредоточилась. И опять провернем паштет. Теперь соли достаточно. Паштет сбился замечательно, все соединилось хорошо. Единственное, вот мне захотелось добавить вот такую специю. Это у меня мускатный орех. Если кто-то не любит, не добавляйте, но немножечко для того, чтобы оттенить вкус, все-таки я советую его добавить. Чуть-чуть буквально. Этого будет достаточно. Теперь еще раз провернем, уже вместе с мускатным орехом. Друзья, паштет готов. Он очень вкусный, просто замечательный. Нежность такая, что вам не передать словами. Все-таки мускатный орех очень добавляет такой изысканный вкус паштету. А для того, чтобы сохранить паштет, вот мы с вами делали из килограмма печени почти. Я вам рекомендую взять любую емкость, которая плотно закрывается. Вот у меня такой контейнер есть. Переложить паштет в контейнер и отправить то, что вы считаете, что вы еще не съедите, допустим, за 3-5 дней, отправить в морозилку. Он там прекрасно сохраняется, не теряет никаких своих свойств. Когда вы разморозите его, он будет точно таким же вкусным, ароматным, как только что приготовленный. Единственное, что условие: размораживать вам нужно достать его из морозилки и переложить в холодильник. Это лучше сделать с вечера. Вот. Ну, а какой паштет у нас будет в готовом виде, я вам покажу после того, как он у нас
пробудет в холодильнике хотя бы пару часов для стабилизации. Еще покажу, как выкладываю форму. Вот посмотрите, как он держит великолепно форму. Он не течет, он не разлазится, он, ну вот, просто великолепно. Поэтому вот учтите мое пожелание, что не надо добавлять жидкость из отвара печенки в паштет. Тут достаточно соков морковки и лука, чтобы придать нужную консистенцию нашему паштету. Вот видите, какая красота. Друзья, паштет постоял час в холодильнике. Я хочу вам показать, какой он стал пластичный. Вот смотрите. Видите? Просто вот как масло. Будете размазывать по хлебушку на бутерброды. А какой он вкусный, если бы вы только знали. И еще хочу вам показать вариант подачи на праздничный стол. Вот такая корзиночка, украшенная лепестками маринованных огурчиков, заполненная паштетом и украшенная зернами граната. Можно оформить зеленью, но у меня сегодня зелени нет. Но и так очень празднично и красиво. Самое главное, вкусно. Паштет очень вкусный. Сделайте, попробуйте, и вы никогда больше не будете покупать магазинного паштета. Желаю вам успехов, вдохновения, крепкого здоровья. Жду вас на своем канале. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свои мнения. Буду всех рада вас видеть. До новых встреч. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!